Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале про нас, ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Милена Квалиньи, черная вдова из Павии, одна из самых известных серийных убийц Италии. Убивала мужчин, которые насиловали ее. Я терпеть не могу, когда со мной жестоко обращаются, поэтому я наказываю жестоких мужчин, убивая их. Эта фраза, произнесенная на допросе в тюрьме, прекрасно резюмирует мотив убийств, совершенных Миленой Квалиньи, мстительницей, которая хотела, чтобы мужчины заплатили за все перенесенные ею страдания. Биография. Милена Квалиньи родилась 25 марта 1957 года в Мезанино, маленьком городке в Ломбардии на севере Италии. Ее отец был алкоголиком, приходил домой пьяным и в приступах гнева часто избивал маленькую Милену и ее сестру. Он был просто одержим моей матерью, ревновал ее и жестоко относился ко всем нам. Детство и юность, прошедшие в такой атмосфере, сыграли основополагающую роль в формировании неустойчивой психики Милены, которая поразительно ярко проявится во взрослом возрасте. 19, имея в кармане только диплом бухгалтера, Милена решила, что ей надоело постоянное насилие своего отца и убежала из дома. Вскоре она вышла замуж за человека на 15 лет ее старше и родила сына, которого назвала Дарио. Милена подрабатывала кассиром, сиделкой и уборщицей, и дела ее шли неплохо, пока муж внезапно не умер. Милена так и не смогла оправиться от трагедии, и ее жизнь резко покатилась вниз. Муж был единственным мужчиной, которого она любила. «Он хорошо ко мне относился и уважал меня», — говорила она, «но, к сожалению, умер от диабета. Последний год жизни он даже ослеп». Милена снова переехала, нашла работу и через несколько месяцев познакомилась с другим мужчиной, рабочим по имени Марио Фоли. У них завязались тесные отношения, и казалось, что жизнь налаживается, поэтому пара решила пожениться. И с этого момента все снова пошло под откос. Фолия заставил Милену бросить работу, потому что был убежден, что все работающие женщины рано или поздно изменяют мужу с коллегами. Домашняя жизнь становилась все более и более угнетающей. Милена родила 2 дочерей одну за другой, но это предсказуемо не улучшило ситуацию. Муж подрабатывал водителем грузовика, денег ни на что не хватало, и семья была вынуждена довольствоваться малым. А потом в квартиру явились судебные приставы с извещением о банкротстве. Конфискация имущества стала для Милены неожиданностью, и разразился большой семейный скандал. Масло в огонь подлила сильная неприязнь Фолии к сыну Милены от первого брака. Новый муж ненавидел пасынка. Милена дважды подавала заявление в полицию об избиении мальчика, но не добилась результата и решила расстаться с мужем. Она взяла детей и уехала в Венету, где устроилась на работу администратором в спортзал. К тому моменту ей исполнилось 38 лет. Денег все еще не хватало, и Милена начала подрабатывать почасовой горничной.
Одним из ее клиентов был Джустино Далла Поццо, 83-летний пенсионер, который стал первой жертвой убийц. Далла Поццо одолжил Милене 4 миллиона лир, примерно $2500 по курсу 1995 года, а затем попытался ее шантажировать. 25 октября 1995 года Далла Поццо сказал Милене, что она может возвращать $500 000 в месяц или платить ему натурой. Когда она отказалась, он попытался ее изнасиловать. Завязалась потасовка, в которой Колиньи ударила пенсионера лампой по голове, затем выбежала из дома, чтобы вызвать скорую помощь. Когда прибыли спасатели, Далла Поццо был еще жив. Он умер в больнице через 10 дней. Судебные эксперты, изучив характер полученных им травм, установили, что смерть наступила в результате случайного падения. Таким образом, Милена Колиньи убила своего первого мужчину и счастливо избежала наказания. Тем временем ее дочери подрастали, и Милена решила воссоединить семью. Она вернулась в Павию, в дом Марио Фольи, но это решение оказалось ошибочным. Ссоры и скандалы возобновились с прежней силой. Чтобы не думать о проблемах, Милена начала пить и комбинировать алкоголь с антидепрессантами. Муж продолжал избивать, унижать и пытать пасынка. 2 августа 1998 года, после очередной ссоры в состоянии сильного алкогольного опьянения, Милана убила своего мужа Марио Фольи. Она дождалась, пока он уснет, уложила дочерей спать, сорвала со ставни веревку и обмотала ею шею Марио, чтобы напугать его. Завязалась потасовка, в которой Фольи проиграл. Она ударила его тяжелой шкатулкой, а затем задушила веревкой. Тело мужа она завернула в окровавленное одеяло, а затем в ковер, который положила на балкон. Дочерям она сказала, что отец ушел на работу и вернется поздно. И только в 4 часа дня она вызвала полицию, говоря, что она убила своего мужа. Голос ее звучал взволнованно. Полицейский офицер, принявший звонок, желал убедиться, что это реальность, а не жуткая шутка. Он держал Милену у телефона, чтобы она не повесила трубку, и попросил позвать к телефону старшую дочь. Ей он представился другом родителей. Девочка с уверенностью подтвердила, что в ковре на балконе находится тело ее отца. Тем временем офицеру удалось узнать адрес, и на место выехала полицейская группа. Милену арестовали. В апреле 1999 года она была приговорена к 14 годам тюремного заключения. Однако адвокат Милены, Лисия Сардо, нашла смягчающие обстоятельства. Суд установил, что Милена подверглась жестокому обращению и по результатам психиатрической экспертизы была признана частично вменяемой. Поэтому приговор был смягчен. Колиньи приговорили к 6 годам и 8 месяцам наказания под домашним арестом. Несовершеннолетние дочери ее были отправлены жить к сестре Милены. Колиньи отправили ее в реабилитационный центр для алкоголиков, но через несколько месяцев она снова начала пить. Затем она встретила бывшего карабинера по имени Сальваторе, который предложил ей гостеприимство. Но, по рассказам самой Милены, через 2 дня он попытался ее изнасиловать. Милена сбежала из его дома и стала искать новое жилье по объявлению в газетах. Одно из объявлений особенно поразило ее. 53-летний мужчина, разлученный с детьми, стройный и красивый, ищет женщину для дружбы и совместного проживания. Этого человека звали Анджело Парелло, и он только что вышел на свободу после отбытия 6-летнего тюремного заключения за неоднократное сексуальное насилие над женой и дочерьми. Но Милена этого не знала, поэтому начала с ним встречаться, и их часто видели вместе. Затем наступило 6 октября 1999 года.
Дочь Анджело Парелло объявила его пропавшим без вести. Накануне ночью Милену Колиньи остановили в машине Парелло и по этой причине заявили о побеге, что естественно, когда выходишь из дома во время домашнего ареста. На самом деле, вечером 5 октября, когда Милену остановили за рулем автомобиля Анджело Парелло, тот был уже мертв. В тот день, после обеда, Анджело Парелло начал требовать, чтобы Милена вызывающе для него одевалась, а когда она отказалась, бил и насиловал ее в спальне. Когда он пытался изнасиловать ее в 3-й раз, она предложила ему перерыв, и он согласился. Через несколько минут она принесла ему дымящийся горячий кофе. В чашке она растворила 20 таблеток транквилизатора, которые тогда принимал. Очень скоро Анджело Парелло заснул, и Милена переложила тело в полную воды в ванную. Затем она ушла, а когда вернулась через несколько часов, Парелло был уже мертв. Так Колиньи совершает свое 3-е убийство. Но на этот раз она не вызвала полицию. На этот раз она дождалась вечера, затем незаметно перенесла тело мужчины в сад и бросила его в навозную кучу. Через 15 дней после заявления о пропаже без вести полиция найдет там разлагающийся труп. Тем временем Милена вернулась в тюрьму за нарушение домашнего ареста. Оттуда она писала Анджело нежные письма. Она знала, что ее видели с ним, знала, что ее могут подозревать, и надеялась, что письма обеспечат ей хорошее алиби. Через несколько дней полицейские находят тело, а вместе с ним и важные улики. Они обнаружили несколько пустых коробок из-под снотворного, женские волосы на кровати и письма, которые Милена написала жертве в ответ на объявление. Криминалисты проводят анализ ДНК собранных улик, и, узнав об этом, адвокат Милены советует ей написать признание. Таким образом, Милена созналась в этом преступлении, а заодно и в убийстве Джустина Далла Позца, которого до этого считали погибшим от несчастного случая. Дело переквалифицировали как превышение необходимой самообороны. По результатам нового психиатрического заключения Милена Колиньи являлась психопатом с истерическими расстройствами, но также утверждала, что во время последнего убийства, и, вероятно, также 2 предыдущих, она полностью осознавала, что делает. Милена оказалась в тюрьме, где она уже отбывала 6 лет и 8 месяцев за убийство Марио Фолли и еще 20 месяцев за убийство пожилого Далла Позца. Она уже знала, что 3-й суд, который ее ждет, будет неблагоприятным. И на этот раз избежать пожизненного заключения будет практически невозможно. Она пыталась отвлечься, увлекаясь рисованием, но не смогла вынести мысли о жизни в тюрьме. Трагическая история Милены Колиньи о перенесенном и совершенном насилии закончилась в ночь на 16 октября 2001 года. Она повесилась на тюремной простыне, была найдена охранником еще живой и скончалась в отделении скорой помощи в 2 часа утра. Модус операнди. Способ, которым Колиньи совершала преступления, последовательно менялся и становился все более и более изощренным. Далла Позца был убит ударом по голове тупым предметом, лампой, и, совершив преступление, Колиньи убежала. Не было ни преднамеренности, ни попытки спрятать труп, ни стремления замаскировать место происшествия. Однако начальное развитие преступных намерений можно было увидеть уже тогда. Убийца вернулась и сделала вид, что случайно обнаружила тело. 2-е и 3-е убийства, однако, оказались более организованными. Очевидна их преднамеренность. В обоих случаях жертва сначала была обезврежена, затем убита, и затем труп перемещался в другую среду. Во 2-м убийстве можно также отметить потребность сознаться, непреодолимый внутренний импульс, который заставил Колиньи вызвать полицию. В 3-м убийстве произошла дальнейшая эволюция.
Труп был вывезен за пределы места преступления, и убийца предприняла ряд действий по скрытию следов и обстоятельств преступления. В 2001 году итальянский криминалист и психолог Рубен де Лука предложил классификацию серийных убийств по модели SIR, где буква S означает факторы социального окружения и индивидуальные особенности конкретного человека, а R – реляционные факторы, то есть отношения, которые человек выстраивает с окружающими его людьми. По этой классификации дело Милены Колиньи можно отнести к разряду индивидуальных серийных убийств, совершенных под воздействием обстоятельств и тех жертвой, которые являются мужчинами. Ситуативные серийные убийцы отличаются тем, что их действия обычно вызваны внезапным порывом, которым овладевает убийцей. Например, когда мужчина применяет к ней ту или иную форму насилия. Желание убить с неизбежностью возникает во всех подобных ситуациях. Такие убийцы, как правило, импульсивные люди, что плохо контролируют свою агрессию, эмоциональны и не имеют достаточно самообладания, чтобы справиться с сильным и внезапным стрессом. В убийствах Колиньи также можно увидеть желание отомстить мужчинам за все травмы, нанесенные отцовской фигурой, как видно из собственных слов Колиньи. «Я сыта по горло избиениями. С каждой пощечиной, которую я получаю от мужчины, я снова переживаю все то, что делал мой отец. И я терпела, пока не случается что-то невыносимое. И тогда я будто взрываюсь, и мной овладевает огромная неконтролируемая сила. И я не могу остановиться, пока он не перестает дышать». За четверть века, прошедшей с момента преступлений, история Милены Колиньи стала популярной в Италии. Ей посвящались теле- и радиопередачи, выпуски ТВ-шоу и видео на Ютубе. Итальянцы так и не смогли решить для себя, кто она – расчетливая убийца или симпатичная несчастная жертва обстоятельств. Вероятно, этот выбор каждый должен сделать сам. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.